Ну что, друзья, привет! Всем привет! Сегодня проведем обзор домика, бани. Площадь его 30 квадратных метров и построен он из клееного бруса. Толщина стены 160 мм, высота венца 140 мм. На доме установлена мягкая кровля, выполнена водосточная система. Прошу обратить внимание на подшивы свесов. Вот она, подшива свесов, ширина у нее где-то 70 сантиметров, и по всему периметру подшивы свесов выполнено освещение, точечное освещение, очень удобно в вечернее время. В принципе, вообще это красиво. Стоят окна, пластиковые окна с односторонней ламинацией. Здесь вот окно, достаточно большое окно, имеет вариант штульпового открывания, то есть когда окно открывается без горизонтального импоста. И выполнена отделка цоколя сайдингом, специальным цокольным сайдингом. Из такого же материала выполнены входные ступени, на которые мы посмотрим перед входом в помещение. Импост – это значит вертикальная стойка, которая разделяет две створки окна. То есть в данном случае мы сделали безимпостное открывание. То есть мы можем открыть правую створку окна, левую створку окна, и при этом у нас не будет никакой вертикальной стойки. Стены, фасад покрашен краской лиссирующий состав. Лиссирующий состав, он подчеркивает фактуру, структуру древесины. Есть рисунок, виден сучки, и древесина играет. Если обратить внимание на подшив свесов кровли и на наличники, то вот наличники, они покрашены, и свесы тоже укрывистой краской. Укрывистая краска, она, по слову, да, укрывистая, она закрывает, укрывает как все прелести древесины, рисунок ее, так и, может быть, какие-то изъяны, сучки в том числе. Это у нас вытяжная труба, вытяжная вентиляция. Она у нас заходит в саму парную. И в этом проекте мы реализовали, то есть у нас цвет самой трубы повторяет цвет всей водосточной системы и кровли в том числе. Ну, если говорить про отделку цоколя, уже повторюсь, она отделана сайдингом, и здесь мы предусмотрели небольшой лючок. Он открывается таким, нажатием, можно будет открыть цоколь и посмотреть. И забыли сказать, что у нас, в принципе, дом установлен на фундаменте типа плита, то есть изначально плита была залита, а мы установили все это дело на фундаментные блоки. Вот они здесь, есть фундаментные блоки. И весь дом стоит как бы на них. Хотел бы еще пару слов упомянуть про окно. Это окно расположено в парном помещении, то есть в парилке. В последнее время очень излюблено делать окна увеличенного размера. Это на самом деле здорово, классно. А современные технологии позволяют на самом деле окно в парной делать большим. Раньше их делали маленькие в силу того, что просто были большие теплопотери, а на сегодняшний день устанавливается стеклопакет в деревянном окне, и теплопотери сокращены до минимума, а обзор, если есть куда смотреть, он, конечно, добавляет комфорта именно при парении. Окно, подчеркну, деревянное, оно снаружи окрашено в цвет, по усмотрению заказчика, в данном случае избрали его тоже коричневый цвет, а изнутри оно покрыто защитным составом, гидрофобным, и оставлена естественная фактура, естественный цвет древесины. Особенность этой бани, что здесь нет террасы. Но отдельное внимание хотим уделить входной группе. Входная группа состоит из ступеней, небольшого крыльца, металлической двери. То есть само крыльцо выполнено из материала ДПК. Сначала мы сварили стальной каркас, и ДПК – это древесно-полимерный композит. А потом этим материалом мы обшивали сами ступени, подступенки и балясины для того, чтобы было комфортно подниматься по этой небольшой лесенке. С улицы мы заходим в прихожую, тамбур. За широкой дверью, имеется простенок для установки в будущем шкафа-купе под верхнюю одежду. Размеры 1,5 метра на 1,90 м позволяют установить здесь шкаф и какую-то банкетку. Так, мы попадаем в помещение санузла. Размер помещения 2,30 у него длиной и 1,20 м у него ширина помещения. В данном проекте мы исполнили вот такое небольшое техническое помещение.
Просто взяли кусочек, это где-то расстояние 80 сантиметров, и вот в этих 80 на 1,20 м мы расположили всю техническую зону. Все гребенки отопительные, гребенки холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электрический котел, электрощит и бойлер для нагрева воды. Установили тут вентилятор и поставили вот такую простую раздвижную алюминиевую конструкцию с матовым стеклом. То есть можно включать освещение через вот эти деревянные решеточки, которые мы заполнили вверх. То есть идет вентиляция помещения. Ну, достаточно, мне кажется, очень продуманно и удобно, например, для небольшого строения. Ну, соответственно, здесь унитаз, раковина. И вот с этой стороны можно также открыть эту створочку, здесь расположить различный инвентарь. Тут в техническом помещении установлен трап в полу. Вот он, небольшой у нас трапчик стоит. Это сделано на случай, но мало ли, если что может произойти, потому что тут есть подключение, гребенки. Если вдруг какая-то произойдет утечка, никого дома не будет, то все это будет утекать уже в сам трап, и никаких повреждений в основном помещении не произойдет. Из прихожей через коридор мы попадаем в санузел и далее проходим в комнату отдыха. Площадь общая зала 15 квадратных метров. Здесь умещается и небольшая кухонная зона, столик, соответственно, и два огромнейших окна для такой площади, действительно большие. Но в последних, так сказать, трендах людям очень нравятся большие панорамные окна, что здесь и реализовано. Тем более, что они смотрят на свой участок, можно любоваться там, как дети играют. Ну или просто за окном расположена там беседка, соответственно, удобно при большом окне, опять-таки, проводить праздники, мероприятия такие коллективные. Вот. Здесь можно, удобно устроившись, также любоваться через большое портальное окно, как горит огонь в печи. Степан говорил до этого, здесь сделано двухстворчатое окно, но оно сделано без центрального импоста. То есть можно открыть одну створку, при необходимости, открыв вторую, у нас образуется единый проем, то есть сетку москитную также можно снять. Вот. И иметь единый оконный большой проем, распахнув створки, без центральной стойки. Также при необходимости правая створка оборудована откидыванием, то есть это будет у вас проветривание, режим проветривания. По поводу кухонной зоны, что вот в это расстояние, которое предусматривалось изначально под кухонную зону, мы оставили здесь расстояние 60 сантиметров, чтобы можно было расположить любой кухонный гарнитур. Расстояние отсюда до переруба составляет 1,53 м. То есть можно расположить небольшой холодильник, мойку и небольшая кухня, что этого достаточно. Зона портала печи. Мы сделали размер такой 1,20 м на 1,20 м. Возможно, это кажется, ну, такой более не маленький размер, но смотрится очень красиво, потому что в небольшом вроде помещении 15 квадратных метров мы такой сделали акцент, и отделано это плиткой талькикварцит. Вот она, это натуральный камень, даже не плитка, а натуральный камень. Мы на высоте 1,20 м, повторюсь, на 1,20 м все это отделали камнем талькикварцит. И обрамление сделали, знаете, просто продаются такие готовые решения. Эта идея пришла в самый последний момент. Думали, чем же ее отделать, и оказалось, что такие готовые решения продаются. Мы купили, установили, подобрали краску, покрасили, и заказчику это очень понравилось. И нам это нравится, считаем, что это красивое решение. И вместо притопочного листа мы также выложили, мы уже к тому моменту уже пол был установлен, все уже было готово, и заказчик попросил вот такое вот решение. Соответственно, мы удалили часть доски пола, сделали необходимую подкладку, установили камень, и получился вот такой замечательный притопочный лист. Толщина доски пола 35 мм. Далее это покрыто морилкой, цвет шиповник и 2 слоя матового лака. Душевое помещение в данном проекте
мы сделали, установили здесь душевую кабину, и над душевой кабиной установили вот такое вот замечательное обливное ведро. Размеры душевой комнаты, значит, 2,30 на 1,50 м. Установили трап в полу. Ну, немножко. Хорошо, что я спрятался. Хорошо, ты спрятался. Функционирует, я вижу. Слушай, ну... Вот для этого, кстати, и сделан трап слива в полу, как дополнительный слив. На самом деле здесь можно лить воду, и трап рабочий. Важный момент, потому что многие интересуются и потом комментируют. Трапы все, которые мы устанавливаем, мы всегда устанавливаем трапы сухозатворные, лепестковые. То есть при пересыхании из канализации сюда не доносятся ароматы, не слышно ни запахов. За это переживать не стоит. Да мы попадаем в парную, и здесь просто благоухает. Этот аромат, он непередаваем, не сравним ни с чем. Комбинация пород древесины, которая здесь использована, об этом более подробно там Степан скажет, но это просто мурашки бегут, захватывает реально запах бесподобный. Хочу сказать про окно, просто я про него говорил с внешней стороны, вот так оно выглядит изнутри. То есть это массив липы, оно изнутри гидрофобным составом пропитано, а снаружи покрашено в цвет. Вот об этом окне я говорил. Слушай, ну я не могу, надо перейти к супу. Какие Слушайте, на самом деле получилась уникальная парная, очень красиво, лаконично, гармонично, я не знаю, как это все непередаваемо. Здесь использовалась порода древесины, на стенах у нас, значит, ольха используется, потолок у нас сделан из канадского кедра, он передает свой вот неповторимый аромат, медовый, не жирный, я всегда об этом говорю, он вот прямо ассоциация такая. И установили мы вот такое можжевеловое панно. Одно можжевеловое панно и другое можжевеловое панно. И вот это вот сочетание ароматов создает неповторимый какой-то, я не знаю, эффект. Вообще просто очень приятно здесь находиться. Можно просто не париться, просто сидеть, лежать и получать огромное удовольствие. Значит, пологи у нас материал, который использовался абаш, значит, термоабаш и обычный абаш. Это смотри, материал, какая фактура, какой рисунок, это вообще бесподобно смотрится. Материал, который не греется при нагреве, то есть он имеет такой слабый нагрев. И, не знаю, полочку мы сделали такую 900, для того, чтобы можно было лежать, не знаю, здесь просто можно даже спать на таком пологе. Когда гости приедут, и положить негде. Да, ну прямо вот замечательно. Сама печь у нас установлена, это печь Ферингер Optima, значит, отделка камнем змеевик. Слушайте, и в данном проекте, вот, кстати, хочу подчеркнуть, вот здесь у нас всегда была шея печи, она у нас изолирована специальным негорючим материалом, и в этом проекте мы сделали вот такой вот короб декоративный. Мы раньше никогда его не делали. Сделали это вот второй раз, и получилось достаточно неплохо. То есть при желании можно его там вот просто поднять, достать. Ты не сказал ничего, вот сверху сделана декоративная подсветка, она выполнена из солевых блоков, гималайская соль в виде кирпичей поставлена. Ну, конечно, добавляет изящности, легкости, парения потолка. А я сейчас стал, знаете, по-моему, все ароматы здесь еще больше сконцентрированы с самого верха. Конечно, я все не могу отойти от этого благоухания. Это такой парящий потолок получился. То есть эффект парящий, то есть, знаешь, как разрыв. То есть заканчивается стенка и начинается потолок. Все это с подсветкой получилось вообще здорово. Мы забыли, кстати, сказать, что у нас тут два вентиляционных клапана, нижний и верхний, то есть приточная и вытяжная вентиляция. Ну, об этом мы уже говорили в других обзорах, но все же стоит подчеркнуть. Вот он клапан вытяжной вентиляции, там клапан у нас приточной вентиляции. Вот, и что у нас еще здесь? У нас есть деревянные полы, реализованные в этом проекте. У нас пол деревянный, шпунтованная доска. И сразу хочу подчеркнуть, что у нас под печью уложен специальный минеритовый лист. То есть печь, она не установлена непосредственно на деревянный пол. Там, значит, есть минеритовый лист. Данный проект мы построили в течение 3 месяцев. Баня, еще раз повторюсь, с размерами, габаритными размерами 6 на 6 из клееного бруса, высотой 140 мм и ширина клееного бруса 160 мм. Сегодня вы посмотрели проект, мы старались вам показать и рассказать, если не все, то многое. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно вам ответим, поможем с этим разобраться. До новых встреч!